Тем временем Джо Байден каждый день, каждую минуту впускает в Соединенные Штаты миллионы новых мигрантов. Очевидно, что американцы это не поддерживают. Институт Гэллопа выпустил новые данные соцопросов, согласно которым американцы хотят видеть меньше мигрантов. Даже демократы сейчас признают, что у нас иммиграционный кризис. Нам тоже нужна помощь, и мы обращаемся к федеральному правительству, чтобы сказать им об этом. И мы будем говорить по телефону с Белым домом. В условиях кризисов они готовы говорить с нами, чтобы мы могли решить эти гуманитарные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Серьезно. Мистер мэр, рейсы в Вестчестер, Ньюбург и Лонг-Айленд не окупаются. Это не просто гуманитарный кризис. Иммиграция влияет на наши выборы. Недавно обнаруженные документы показывают, что сотни нелегалов внесены в списки избирателей в Северной Каролине. Как это возможно? Рассел Воут, глава Центра обновления Америки, только что получил эти документы. Рассел, что вы могли бы сказать нам об этом? Спасибо, Брайан. Знаете, что мы совместно с нашей дочерней организацией «Ассоциация Ответственной Америки», благодаря закону о свободе информации, выяснили из этих документов? Так это степень систематического мошенничества на выборах в Северной Каролине на уровне избирательного совета штата и Департамента по делам мигрантов с целью стимулировать нелегальных иммигрантов голосовать на выборах. А этого они делать не должны. Так что мы имеем и документы, и электронные письма от прокурора США Восточного округа Северной Каролины в Государственный совет по образованию, в котором говорится: послушайте, у вас есть проблема. Вы не снимаете нелегальных иммигрантов с учета. Вы не исключаете из списков осужденных людей, осужденных за мошенничество с выборами. И что во много раз хуже и показывает размах, так это то, что Департамент по делам мигрантов сам предварительно заполняет заявки на получение водительских прав, чтобы убедиться, что эти люди являются гражданами, и поэтому они просто проходят. Им самим не нужно доказывать, что они являются гражданами. Поэтому это не только влияет на результаты выборов, мы это и так знаем, но и очень трудно потом возбудить уголовное дело, потому что сами люди никогда не утверждали, что они граждане. Они просто были частью системы обмана, призванной гарантировать нужный результат на выборах. Я повторюсь, это систематическое мошенничество на выборах. Мы обнаруживаем нечто подобное по всей стране, и штатам необходимо искоренить это и обеспечить беспристрастность, справедливость и честность на выборах. По вашему опыту, как вы думаете, это ограничивается только Северной Каролиной или проблема гораздо шире? О, нет. Реальность такова, что Северная Каролина была штатом, в котором победил Трамп. Мы знаем, что были и другие штаты, которые пошли в другом направлении, даже несмотря на то, что на этих выборах явка была подавляющей по сравнению с предыдущими. И вы знаете, если все это происходит, значит, левые так невероятно организованы. Они обмениваются записками. Они говорят своим организациям, как все должно быть сделано. Они потратили 400 миллионов цукербаксов на аутсорсинг проведения местных выборов сотрудникам Демократической партии. Подобные операционные схемы проводятся не только в Северной Каролине. Они проводятся в каждом штате, в который поступают эти доллары. Как страна, в которой мы приветствуем иммигрантов, мы знаем, что в этом наша великая сила. Но это должна быть легальная иммиграция, этим вы зарабатываете себе право голоса. Люди, которые сделали все по правилам, очень гордятся этим. И подобные мошеннические схемы делают всем только хуже. Именно поэтому только 27% американцев считают, что иммиграция должна быть увеличена. А остальная часть страны не согласна с этим. И это меньше, чем 38%, которые были всего несколько лет назад. Рассел, большое спасибо. Спасибо, Брайан. Спасибо за просмотр. Друзья, если кто-то вдруг не успел подписаться на канал, обязательно подпишитесь. Это очень помогает продвигать контент вперед. Также напоминаю, что ролики, которые мы не можем публиковать в YouTube, вы всегда можете найти на наших каналах в Яндекс.Дзене или ВКонтакте. А для тех, кто желает помочь каналу звонкой монетой, всегда есть подписка на Sponsor.ru. Еще раз спасибо за просмотр, мы работаем для вас.